Знаете, что это такое? Это мега крутая штука. Это кейс Orico для NVMe SSD дисков. И он такой большой, потому что это USB 4 кейс. С поддержкой USB 4, Thunderbolt с поддержкой и со скоростями до 40 Gbps в секунду. Короче, крутая штука. С универсальным вот таким вот кабелем Type-A на Type-C. Хотя мне это немножко неудобно, но кому-то да нравится. И с очень и очень хорошим охлаждением. И все это на канале Технозон. Поехали. Слушайте, ну его подробности вы увидите, конечно же, на распаковочке. А мы сейчас с вами на страничке этого товара. Сразу говорю, максимальная версия стоит 133 бакса, минимальная стоит 23. Минимальная на 10 Gbps, максимальная на 40 Gbps. На 10 Gbps 23, можно вот такую вот взять, кстати, вот это Backey на 6 Gbps. А это у нас на 10 стоит 23. Теперь на 20 Gbps 40 баксов стоит. И она уже пошире чуть-чуть. Теперь SATA и плюс NVMe. Есть разные варианты, чтобы вы понимали. Мы-то брали конкретно NVMe. SATA плюс NVMe стоит 31. А в нашем случае это USB 4. С поддержкой USB 4. Thunderbolt 4. Короче, ребята, такая крутая штука в разных цветах. Давайте, а есть еще чистые SATA, знаете по чем? По 21 баксу. Ну, кому захочется, тот найдет. Перед тем, как мы будем смотреть его характеристики, советую вам нажать подписаться и колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши обзоры. Ну и само собой, ссылка на вот этого продавца, у которого я покупал, лежит в описании под видео. Дальше. Тут они, конечно, немножечко лукавят и немножечко переводят, знаете, такая подмена понятий. Объясню. Они пишут, что у нас 40 Gbps версия, она использует последнюю версию USB 4 интерфейс и передачу до 40 гигабит. Это теоретическая скорость чтения и записи. То есть, фактическая, как они заявляют, до 2,8 МБС и запись до 2,1 МБС. Но честно вам скажу, в тестах мы получим больше. Мы получим больше 3000 МБС. Мегабайты в секунду, и мегабиты в секунду, и гигабайты в секунду, и гигабиты в секунду не путайте. То есть вообще 40 Gbps, это для того, чтобы понять, насколько мегабайт в секунду, надо разделить на 8. Вот что это гигабайт в секунду, вернее, а мегабайты в секунду тоже делятся на 8. То есть такая ситуация. Дальше, 20 Gbps версия, это у нас чтение до 1.8 и запись до 1.8, как они заявляют, это на USB 3.2 Gen 2X2. Хотя я вам скажу, мы тестировали на USB 3.2 как раз Gen 2X2, и у нас выдавало до 3000. То есть вот такая ситуация. Вы должны понимать, что для максимальной реализации вам понадобится что-то с поддержкой конкретно USB 4. У меня был такой обелинг на обзоре. Это могут быть, например, там, кто там, MacBook Pro. Какой MacBook Pro последней версии, там есть Thunderbolt 4. Дальше. Есть версия 10 Gbps. Тут они пишут, что это гиг на гиг. И в принципе это нормально, стандартно гиг на гиг для каких-то там вот этих вот карманов. Ну и 6 гигабитная версия, это у нас для стандартных SATA версия, которая у нас как обыкновенный SATA диск считается. Дальше вот она, 40 гиговая версия, конкретно про нее. У нее есть обалденное охлаждение через термопрокладочку на внешний, скажем так, радиатор. Максимальная поддержка 4 терабайта. У нас кабель универсальный и можно знать, ну, широкая, скажем так, совместимость. Поддержка Thunderbolt 3, Thunderbolt 4, USB 3.2, USB 3.1, USB 3. Вот у нас, видите, тут они охлаждение показывают, но это я уже в распаковочке покажу красиво. Немножко, конечно, подменили понятия, но я понимаю, что на чистом USB 4 он будет читать и писать больше. Просто они сами в лаборатории протестировать не смогли. Здесь описывают ключи, какие нам нужны. MK это обыкновенный NVMe диск, который я, в принципе, и ставил сюда использовать. Использую в съемке
Kingston KC3000. Очень хороший диск, у меня как бы вообще вопросов к нему нет. USB 4, само собой, ну и универсальность кабеля, как они показывают. Можно, вот, кстати, знаете, на чем акцент идет? На том, что на внешнем диске вы можете работать как на внутреннем. То есть скорости такие, что вы можете работать, не замечая, что это у вас внешний диск. И действительно, это очень-очень классная тема. Ну, то, что у нас в упаковке, кстати, даже отверточку положили, винтики положили. Ну, такие красавчики, вообще, мне так нравится. И здесь они вот расписывают уже скорости и расписывают стандарты портов, которые необходимы для этого действия. То, что поддерживается смартфонами, все универсально, это как бы рассказывать нам уже не нужно. Переходим сейчас с вами, тестируем кратенько и там сразу же делаем выводы. Поехали. Распакуем это все действие. Посмотрим, что нам здесь приехало. Так, ну что, вскрываем. Чуть почта мне его примяла. Но все целенькое. О, смотрите, сколько тут интересно. Так как эта версия у нас на 40 гигабит с поддержкой M2 NVMe, M2 NVMe SSD, короче, тут сейчас будем смотреть. Это они просто на китайском. Это у нас версия серенький, Silver, алюминиевая, MK и BMK, Type-C 40 гигабит, M2 NVMe 2280, винда Mac OS Linux, UASP поддерживает, Type-C, ну, короче, сейчас будем смотреть. Внутри что-то есть. Такое называется конструктор «Собери сам». Будем использовать PCI Express 4, правда. Это у нас, господи, как его, Kingston Fury KC3000. Классный SSD-шник, как раз под это все действует. Ух ты, смотрите, как все прикольно сделано. Ничего себе, такой контроллерчик. Так, в комплекте у нас еще есть вот такая вот штукенция. Есть резиновые крепежи и, само собой, кабель. При этом кабель универсальный. Да давай, открывайся уже. Type-C на Type-A, и при этом Type-A у нас переделывается в Type-C. Видите, вот таким вот образом. То есть вы включаете его в одну сторону сюда. Вот так вот. И здесь можете использовать на Type-A и можете использовать на Type-C. То есть он вот таким вот образом он используется. Вот так вот. Достаточно удобное решение. Сейчас посмотрим, закрепим. Так, резиновые крепежи. Они не резиновые, они пластиковые. Я думал, что резиновые, как у другой модели. По идее, это дело должно выглядеть вот таким вот образом. Вот так вот. Здесь у нас, знаете, чего не хватает? У нас, конечно, не хватает. Здесь нужно использовать обязательно нужно использовать термопрокладку. Ага, и термопрокладка у нас есть. Это очень хорошо. Давайте посмотрим. Ну хорошо, сейчас, короче, все сделаем по правилам. Берем термопрокладочку. С одной стороны отодрали. Вот таким вот образом. Вторую снимаем пленку и крепим экран. Все. Во, идеально. Смотрите, то есть у нас сейчас экран сверху термопрокладки. Отвод тепла на экран, и здесь уже дальше алюминиевый корпус. Вставляется все просто и элементарно. Угу. Эта штучка поворачивается. Массивная фигня, слушайте. Вставили и повернули. Смотрите, как это все дело замонтировано выглядит. Вообще отлично. Слушайте, ну приятная штука. Сейчас мы вставляем. Вот за отверточку с крутящимся этим отдельное спасибо. Вот отверточка в хозяйстве пригодится. Убираем все и будем уже подключать и тестировать. Пришло время потестировать наш Orica. Определяется он в системе, смотрите, как диск простой. Вот он у меня, пожалуйста, KC3000. У меня здесь куча различных файликов есть. Тут, в принципе-то, и смотреть не на что. Позволяет у нас, кстати, через этот контроллер, который подключен через Type-C, видеть диск.
То есть именно как диск, а не как флешка или как что-то. То есть мы его сейчас видим через PCI-Express 4, как оно пишет, сам по себе диск PCI-Express X4 на PCI-Express 4.0 X2. Вот таким вот образом. NVMe Express, это наш Kingston, 1000 гигабайтный. Слушайте, ну прикольно вообще. И давайте, температура, кстати, мы сможем температуру следить. Конечно же, мы с вами сразу же тестируем скорость чтения данного диска. Выставляем 1 гигабайт, выставляем NVMe режим и стартуем. Сейчас мы попробуем уменьшить это все действие, для того, чтобы мы могли постоянно обновлять. Стартуем и будем здесь обновлять температуру. То есть наш диск должен держать нормальную температуру. Будет ли он считывать эту температуру правильно? Не понятно. Воу, сколько? Это мы диск C читаем. Стоп. Выбираем здесь диск E. Что-то я не то нажал. И стартуем тоже. Не то чуть-чуть нажал. Ну да, такое бывает. Смотрим. Нет, температуру он, скорее всего, не передает. И передает просто-напросто какой-то... нет, пошло. 30. Бывает такое, знаете, есть триггер температуры, а он его просто-напросто не меняет. Такое тоже бывает. 32, 33. Видели сразу скорость чтения 3.014, чтобы вы понимали, здесь даже не Thunderbolt 4. И у нас это будет, я вам сейчас скажу, сколько это в гигабитах будет. Сейчас посмотрим. 3.015, грубо говоря, на 8. Это у нас 24 Gbps. Это в любом случае выше намного 20 гигабитный, 10 гигабитный, но это не 40. То есть нам нужен для этого Thunderbolt 3, 4, все-таки, ну, имеем, что имеем. Это у нас можно сейчас реализовать на некоторых функциональных устройствах. Кстати, у меня был Beelink на обзоре, там USB 4, жалко, у меня его сейчас нет. Слушайте, вообще скорости чтения для внешнего устройства просто запредельные. Просто запредельные. Температуру держит идеальную. Неплохо, скажу я вам. То есть очень-очень адекватные показатели, поэтому я думаю, что это очень хорошо. Короче, можно брать. При этом, при такой скорости, мы можем даже, грубо говоря, работать с документами прямо на диске. Я имею в виду, например, видеомонтаж. Вот этой скорости для видеомонтажа хватит вот так вот с головой. Это скорость стандартного какого-то NVMe диска для, вот, в принципе, для, вот, если брать стандартный компьютер или стандартный SSD, который стоит у кого-то внутри компа, то здесь на внешнем устройстве скорость намного выше. Вообще просто топ. Конечно, если было бы USB 4, было бы намного круче. Ну, имеем, что имеем, но при этом эта штука отвечает своим, скажем так, заявленным характеристикам. Ребят, в качестве резюме вот сразу здесь говорю, очень сильно рекомендую, классная тема. Ну а с вами был Бабл на канале Технозон, пока.